Привет, мои дорогие! С вами Анна Тюмерова, и сегодня мы снова встретились для того, чтобы сделать цветы из конфет. Это еще один цветочек, который нужен нам для того, чтобы собрать свадебную композицию. Цветы мы будем делать вот такие необычные, белые, с розовой каймой по краешку лепестков. Как их делать, смотрите в этом видео. Повторяйте за мной. Для нашей композиции нам нужно будет приготовить 15 таких цветочков, поэтому давайте начинать. Начинаю я изготовление цветка не с приклеивания конфеты, а именно с изготовления лепестков, потому что им нужно будет еще высохнуть. Беру белую гофрированную бумагу и отмеряю полоску, равную 7 сантиметров. Из этой полоски я отрезаю 5 заготовок для лепестков по 3 сантиметра шириной. Теперь беру одну из них, складываю его пополам. И снизу мне нужно отрезать до середины лепестка, убирая лишний уголочек. И сверху от середины к верху я его прям заостряю, делаю такое острие. Получается у меня вот такой лепесточек. Каждой заготовке я придаю такую форму. И у меня получается 5 таких лепесточков. Теперь нам их нужно покрасить. Далее беру небольшую пиалу и темно-красную гофрированную бумагу. Отрезаю из нее небольшой такой отрезок, примерно 9 на 15 сантиметров, и его я начинаю крошить в эту тарелочку. Можно крошить мелко, можно крупно. Главное, чтобы эта бумага уместилась у нас на дне тарелочки. Делаю вот такую кашицу из бумаги и туда наливаю немножечко воды. Наливаю не слишком много. Главное, у меня намокла вся бумага, но при этом, чтобы не было слишком много воды. Чем больше будет воды, тем менее концентрированная получится краска. Таким образом я делаю розовую краску. Представляете? Из самой гофрированной бумаги. Она очень хорошо будет окрашивать гофрированную бумагу, и получается прям такой насыщенный розовый цвет. Сейчас моя задача каждый кусочек бумаги намочить хорошенько этой водичкой. И после того, как бумага вся намокнет, я откладываю ее на минут 10 в сторону. Бумага хорошенько намокла, получилась такая густая краска. Теперь я беру эти лепесточки, беру белую бумагу для того, чтобы не пачкать стол, раскладываю лепестки на эту бумагу. Теперь эти лепесточки я буду красить. Беру краску поближе, беру лепесточек и начинаю его прокрашивать от середины по краю, примерно до середины лепестка. Спускаюсь вниз по лепесточку где-то на полсантиметра. Ниже не спускаюсь. Моя задача прокрасить его чисто по краю. И кроме того, что я его прокрашиваю по краю, я буду делать небольшие такие крапинки по середине лепесточка. Прокрасила вот так вот лепесток, и для того, чтобы убрать лишнюю краску, я переворачиваю этот лепесточек и промазываю пальчиком. Убрала лишнюю краску и откладываю этот лепесточек в сторону, чтобы он у меня высох. В это время крашу следующий лепесток. Сам процесс очень интересный, очень увлекательный. И если у вас есть дочки или внучки, обязательно делайте эти цветочки вместе с ними. Я думаю, им тоже это понравится. И, конечно же, это объединит вас и ваших родных и близких. Совместное творчество, оно всегда объединяет. После того, как вы сделаете эти цветочки, обязательно пишите мне свои комментарии, свои ощущения, пожелания, ваше мнение по поводу того, что у вас получилось и нравится ли вам вообще такой вариант прокраски лепестков. Потому что еще один способ, которым можно красить, подходит ли он лично для вас, мне очень интересно, поэтому пишите мне. Получились вот такие лепестки. Естественно, им немножко нужно высохнуть, поэтому я их сейчас отложу в сторону и начинаю фиксировать конфетку и делать середину цветочка. Для этого я беру проволоку и плоскогубцы. Кончиком я закругляю эту проволоку, делаю небольшую такую петельку. Так проволока будет лучше держаться и не будет вылетать. Далее беру конфетку и желтую гофрированную бумагу. Из желтой гофрированной бумаги мне нужно отрезать небольшой такой отрезок, чтобы обернуть эту конфетку. Высота этого отрезка 9 сантиметров и ширина 2 сантиметра. Посередине этот отрезок я складываю в виде гармошечки и переворачиваю одну сторону. Загибаю друг на друга и делаю такую выемку, куда буду вставлять конфетку. Одну из них загибаю во внутреннюю сторону. И получается такая заготовка. Теперь внутрь я вставляю конфету, предварительно загнув каждый хвостик в сторону самой конфетки. Вставляю сюда конфеточку, наношу полоску термоклея. Закрываю второй лепесток, внутрь вставляю проволоку, и получается у меня вот такой бутончик желтого цвета. Теперь для того, чтобы наш цветочек был с тычинками, я сделаю тычинки. Беру полоску равную 5 сантиметров и ширину примерно 7 сантиметров. Такой небольшой отрезок. Его складываю пополам и на одну половину делаю множество тычинок. Просто вот так вот надрезаю ножницами. Получается множество тычинок. Для того, чтобы они были более эффектные и лучше виднелись, я их прокручиваю пальчиками. Получается такая заготовочка. Теперь по низу я наношу термоклей
и приклеиваю вокруг нашего цветка. Плотненько прижимаю, чтобы все хорошенько держалось. И у нас получается вот такая серединка с тычинками, с конфеткой внутри. Теперь беру те лепесточки, которые у нас уже застыли, и начнем с ними собирать цветочек. Теперь для того, чтобы создать этому лепестку красивую изогнутую форму, я беру ножницы и ножницами от середины лепестка загибаю один раз. Делаю вот такой округлый лепесточек. С каждым лепестком я делаю то же самое. Следующим этапом я по самому краю, поверху, полсантиметра сверху растягиваю между пальчиками. И снизу вот так вот растягиваю, сверху немножко еще выгибаю. И получается такой красивый изогнутый лепесточек. Здесь он выгибается в одну сторону, потом сверху в другую сторону. И сверху он еще слегка волнистый. И смотрите, рисунок стал более такой ребристый. Если вначале он был у нас сплошной рисунок, такой плотненький, да, плотненько прокрашенный край лепестка, то сейчас он получается более ребристый. Каждый лепесток я растягиваю таким образом, придавая ему специальную форму для нашего цветка. Заготовила 5 лепесточков, и теперь каждый из них будем приклеивать. Беру первый лепесток и по самому низу наношу термоклей. Приклеиваю вокруг тычинок. Стараюсь приклеивать не слишком плотно, оставляю промежуток между тычинками и самим цветочком, так, чтобы цветочек получился более воздушный и более пышный. Беру следующий лепесточек, также по низу наношу термоклей и приклеиваю рядышком, немножко нахлестом на предыдущий. Вокруг всего цветка мне нужно приклеить 5 лепесточков равномерно, поэтому каждый лепесточек идет немножко нахлестом. По-моему, получается очень красивый такой эффектный цветочек. Для свадебной композиции он будет очень хорошо подходить. Смотрите, какая красота получилась. Осталось обработать ножку. Для этого я беру зеленую гофрированную бумагу и отрезаю полоску равную 1 сантиметр. Немножко ее растягиваю, беру сам цветочек, под лепестками в круговую наношу термоклей и приклеиваю туда зеленую гофрированную бумагу. Кончик также фиксирую на термоклей, и вот такой вот роскошный красивый цветочек у нас получается. Мне для моей композиции, напоминаю, нужно 15 цветочков, поэтому я их обязательно сейчас приготовлю. И в следующем видео мы с вами уже будем собирать свадебную композицию, поэтому не пропустите новые видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам пришло оповещение. И встретимся в следующем видео. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи. Пока-пока!